Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, за комментарии, подписки. Спасибо за то, что делитесь своим сокровенным. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Расклад общий, не забываем, девочки. Мои хорошие, любим себя, продолжаем искать себя, никогда не сдаемся. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Чего ты не замечаешь? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, чего вы не замечаете, да? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты! Красивая, харизматичная, энергетически наполненная девочка. Девочка, которая умеет фокус внимания к себе изначально к себе внимание это привлечь, а потом фокус внимания удерживать. Это говорит о том, что вы внешне привлекательны, энергетика у вас, да, такая сладкая, вкусная, много желающих подпитаться. В принципе, с вами здорово, комфортно. Вы как батарейка заряжаете себя и многих. Так чего это вам стоит, да? И где эту энергию потом брать? Говорю о том, что очень часто вокруг такой женщины мужчины табунами ходят, только единственное, они воспринимают вот эту вот энергетику, это как что-то само собой разумеющееся, да, то есть максимум, не максимум, а минимум каких-то усилий прикладывать для того, чтобы быть рядом с такой женщиной, так как она уже сама по себе такая и улыбается, и доброжелательно настроена, и поддержит. То есть ничего не надо прикладывать, вы уже все сами отдаете в этот мир. Я не говорю, что именно мужчинам, вообще в принципе, наверное, делитесь с людьми. Если там ради улыбки другой женщины там, или какого-то благожелательного взгляда, может, нужно приложить какие-то усилия, и кое-где и большие, то есть это для них как вызов, то вот рядом с такой женщиной, ну, извините, ну, правда, я вам скажу, вот как есть, женщина-праздник. Уже приходишь, и она уже настроена позитивно, классно, она сама по себе такая. Это я о том, что некоторые мужчины рядом с вами могут развращаться, расслабляться, да, так как требований особо нет. Живи и радуйся. Это другое дело, это, да, нужно просто, наверное, как-то мужчин, которые будут ценить вас, вашу эту позитивную, наполненную энергетику. Наверное, нужно как-то этих мужчин, хотел сказать, сортировать, да, отбор делать. Осознанные, в первую очередь, неосознанные отдыхают в тамбуре. Так, ладно, лирическое отступление было. Так вот тут как-то и показано, что женщина уже сама тут цветет и пахнет, красивая, наполненная, но сердечко уже заморозило. Наверное, уже болезненный был опыт. И говорите, не хватит мне распахивать это мое сердечко навстречу каждому, второму, третьему, да. Тут женщина, которая где-то пытается сейчас себя изучить, узнать, может быть, чего именно вы хотите, без привязки там к мужчинам, к общественному какому-то мнению, к каким-то, может быть, общественным нормам, может быть, запросам, да, идеалам. Тут дуальность. У каждого из нас есть, ну, тут условно светлая, темная сторона. Тут какая-то сторона ваша, может быть, не до конца еще открытая. Может быть, вы сами себе запрещали туда заглядывать, да, и хотите разобраться. Хотите сейчас разобраться, чего же вы истинно хотите. Так, показано, тут были токсичные взаимоотношения, сердце из-за этого разбито, это разбитые мечты, ожидания, где-то, может быть, это не обязательно там любовной сферы касается, хотя тут больше, ну, акцент на этом,
Тут, в принципе, может быть разочарование в отношениях, во взаимоотношениях с людьми. Но показана женщина, которая сейчас уже, видите, из-под бровок так смотрит пристально, с прищуром, да, и в руке держит этот какой-то меч, то ли тесак какой-то. И это говорит о том, что вы транслируете уже окружающему миру, мужчинам, женщинам. Со мной аккуратней, я могу отпор дать. Ко мне, пожалуйста, с какими-то вот такими токсичными проявлениями не нужно подходить. Тут как будто действительно уже начали фильтровать окружение, кого приближать, кого действительно на вытянутую ручку. Ну, тут рамки границы уже проработали. Уже, понимаете, лучше некоторых держать подальше, дабы потом не было болезненно вот это все разгребать не пришлось, да. Не нужно очаровываться, дабы потом не пришлось разочаровываться. Вот тут такая вот история, как будто бы вы это очень четко, ясно прочувствовали. Так, какая вы еще? По первой карте тут и сексуальная привлекательность, и талантливость, таланты наличие, и у меня тут как-то легкая значит, на подъем. Вот хочу вот что-то такого, все, давайте, сделаем, кипиш, за любой кипиш, кроме голодовки, да. Внешне можете там производить, не можете, а 100% производите такое впечатление на женщин, даже женщины, думаю, за вами следят, подсматривают, как вы там умеете компоновать элементы, там уж не знаю, своего туалета, гардероба, как это сказать. Ну и повторюсь, фокус внимания удерживаете за счет, тут и интеллект, тут все при вас. Так, даже не знаю, что спросить. Вот это меня интересует, индивидуальность. Ну тут больше, смотрите, вы говорите, я хочу быть справедливой, в первую очередь даже к самой себе. Хочу избавиться от каких-то иллюзий. Может быть, сейчас в процессе вы пытаетесь разобраться, что в вашей жизни, может быть, ваше какое-то там, ну не знаю, любовное увлечение, или в принципе какое-то, как будто бы мировоззрение даже, да, где-то вот в отношении там кого-то там, может быть, даже рабочие отношения с кем-либо, может быть, с близкими. Тут как будто бы говорите, я хочу для себя разобраться, где иллюзия, а где действительно, ну, есть как есть. Тут по святой воде, в принципе, вы хотите в первую очередь это для себя сделать, дабы потом уже никогда, повторюсь, не разочаровываться, и вам не было вот мучительно больно. При этом вы не хотите никому причинить там вред, и ну, тут справедливость карта. В отношении других людей вы тоже хотите быть справедливы. В первую очередь в отношении себя. Вот такая у меня ваша вышла сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Чего ты не замечаешь? Вот на данный момент вы открыли, да? Чего вы не замечаете? Что вам хотят сказать, сообщить? Чего вы не замечаете? Возьму, девочки, эротическую колоду, дабы это было интереснее вам. Чего вы не замечаете? Начинаем.
вот разложим. Сейчас буду уточнять. Какие-то сразу первая карта сплетен. Сплетен вы каких-то не замечаете, не слышите, не знаете. Эти сплетни по поводу вас. Да, это по поводу вас сплетни. Причем тут какой-то, это рядом павлин. Это вы проходите? Ух тышка. Это вас считают такой. Интересно. Сегодня странный расклад. Так, ну, что выходит, то выходит, девочки. Так, смотрите, вас, вы не замечаете каких-то сплетен за вашей спиной. Причем сейчас прям активные какие-то, связанные с вашим, возможно, будущим. Ну, с вашим желанием, может, устроить свою жизнь, какие-то планы ваши на будущее. При этом почему-то тут с таким подтекстом, вот эта карта павлин, это в кои веки на вас вышла, девочки. Павлин — это человек, который где-то тут как эти перышки распускает, да, и пытается транслировать, или в принципе таким его видят, да, люди. Человек, который свои достоинства, о них не умалчивает, мягко говоря, рассказывает, подчеркивает, себя ставит на первое место, где-то как на пьедестал себя возносит. При этом акцент делается опять-таки на этих достоинствах, а как у любого из нас, у нас у каждого есть свои недостатки. Но именно в этой карте, вот по этому павлину, недостатки, вот человек такого типа, он тщательно их маскирует, камуфлирует, умалчивает, прикладывает усилия для того, чтобы любые какие-то там, ну, негативные, может быть, моменты из его жизни, они были скрыты, да, вот, хотя, может быть, ну, как у любого из нас, опять-таки, какие-то негатив. Опять-таки, почему-то тут сплетни, вот именно, и рядом сочетание, вот это же ваша карта, красивая, яркая, наполненная, энергетически наполненная. Повторюсь еще раз, райская птичка. Тут может быть сочетание такое, если у женщин, ну, тут сплетни больше женщине распускают. Если зависть, если они видят, какое вы оказываете, может быть, влияние, впечатление на мужчин, да, впечатление на этих мужчин, то может быть тут зависть, ну тут сплетни. Опять-таки могут рассказывать о том, что вы тут цену себе не сложите, тут как перья вы распустили, и тут отчасти оно как-то, знаете, почему-то тут оно перекликается, тут карта социуму, тут карта сила, тут еще вышла карта алкоголь, но вряд ли это я буду так считывать, там, вас тут. Конечно, могут рассказывать, там, вы тут злоупотребляете чем-то, но тут больше другой какой-то нюанс. Тут больше о том, что если вы с кем-то делились своими планами на будущее, потому что тут эта карта лестница вверх, это о построении карьеры, о ваших действительно каких-то планах, о реализации, о том, что у вас там, как будто бы, знаете, второе, третье дыхание где-то открывается, или же вы планируете в полной мере, тут карта сила, раскрыть свои там таланты, там, повторюсь, у кого-то там бизнес-планы, у кого-то, может, поделились вы там в будущем, хочу вот тем заниматься, то вот тут вот женщины вам моют кости и рассказывают о том, что у вас тут столько планов, у вас тут, вы настолько в себе какая-то там, ну то ли, ну, не знаю, корону на голову одели, как будто бы то ли от какого-то социума отбиваетесь, выделяетесь или пытаетесь из коллектива какого-то как оторваться. При этом ставку делаете опять-таки на вот эти вот планы, на будущее.
Ну, тут между строк как какое-то такое и зависть, и порицание, и осуждение. Тут у кого-то и восхищение. Вот это вот все. Вот этого вот вы не замечаете сейчас. При этом показана мне карта социум. Вы с этим социумом у вас тоже, ну, с этим окружением. Тут не обязательно, тут не близкое окружение, тут какое-то окружение, сад. У вас тут связаны не очень хорошие такие воспоминания именно с этими людьми. Тут карта унижения, лабиринт. Как будто бы вы длительное время могли в этом сообществе, в этом коллективе, как блуждали в лабиринте и отчасти чувствовали себя униженной. Может, хотели влиться в этот коллектив. Может быть, даже не понимали, там, если это было отторжение, осуждение. Если понимали, что за спиной там какие-то, ну, знаете, как сплетни опять те же самые, какие-то многоходовочки. Тут вот такое какое-то, как копчиком своим вы могли это ощущать, что могут и улыбаться, а на самом деле, мягко говоря, не очень дружелюбно настроены. Вполне возможно, это не только в отношении вас, это люди такие, ну, тут как будто бы вот так вот. Опять-таки, и прекрасно вы понимаете, люди могут желать вам удачи по карте рыба, при этом изо всех сил надеяться, что у вас это бесплодные будут попытки там вашей реализации, там раскрытия вашего потенциала, ваши попытки где-то, может быть, новое какое-то там, ну, опять-таки, дело, бизнес, хобби. Вот тут как будто бы желают одно, а на самом деле, вернее, ну, глаза желают одно, да, удачи во всех делах, да, и попутного ветра в пятую точку, да. Ну, надеяться, что у вас бесплодно, ничего не получится. В том числе у людей материально как-то вот тут могут быть или зависть по поводу того, что все-таки тут карта павлин, знаете, они вас видят женщины, которая может себе позволить, может, или какой-то отдых, ну уж не знаю, там потратить какие-то лишние, по их мнению, деньги на себя, там побаловать себя, может там. Ну, опять-таки, тут какие-то нюансы. У кого-то это элементарно с жилплощадью связано. Приходится жить там, может, людям, там, если женщины там живут, бывает иногда уже несколько семей там в одной двухкомнатной, допустим, квартире. Допустим, я пример привожу. А у вас там жилплощадь позволяет, там у вас отдельная своя, допустим, комната. Даже такой идиотизм, ну, вроде бы, да, вот иногда думаешь, ну, а людям изо дня в день приходится жить в каких-то тяжелых жилищных этих условиях, поэтому для них это вот и действительно, что идиотизм, для них это тяжело. И когда вы там можете как-то о себе рассказывать, разговаривать, они могут завидовать. Ну, элементарными даже вы можете себе там что-то позволить, то, что они не могут даже и надеяться, что они себе это позволят когда-либо. Вот тут вот такое. Тут вот вы этого не замечаете, как будто бы. Вы воспринимаете как должное или, ну, или вообще не обращаете на это внимания. Так, о чем это еще не замечаете? Но опять у меня вышло, не замечаете какого-то тайного врага, который за вами постоянно замоченную скважину, как будто бы наблюдает, следит за вами. Так, вот тут вот не могу понять. Борьба с трудностями, желание сбежать. Это что? Это вы боретесь? О чем это вообще? Очищение выше я поняла. Так, о чем это? Так, борьба с трудностями, желание сбежать. Ну, давайте так. Конечно, я могу это на каких-то людей переложить ответственность за вашу жизнь, да, и за какие-то проявления. Но тут почему-то мне вот так все-таки карты показывают о том, что вы сейчас не замечаете, что перед вами, понятно, что вы замечаете, что какие-то трудности, тут гора, очень какие-то, для вас это какие-то то ли впереди маячит, там какое-то событие, которое вы хотели бы избежать, вы хотели бы, чтобы этого не было. У кого-то это там встреча с каким-то человеком, у кого-то это сдача экзаменов, у кого-то это там выход на какую-то, может быть, работу.
которую хотелось бы это все отодвинуть, сдвинуть или вообще с этим не сталкиваться, то тут как будто бы вам говорят, вы не замечаете, что у вас постоянно какое-то желание, тут, то ли тут есть, или нужно как бороться, эти трудности преодолевать, а у вас как будто бы руки опускаются, не хватает вот этой вот, ой, ну то ли, как вам сказать, силы, сила есть, воля есть, силы, воли нет, да, желание сбежать, вот как будто бы, вместо того, чтобы разложить все по полочкам, проанализировать и докопаться до сути, почему я не хочу, почему я избегаю этого, но мне же все равно, это как будто бы неизбежно вам с этим предстоит встреча с чем-то. В прямом смысле, может быть, там, ну, выяснить что-то, какую-то ситуацию разрулить. Повторюсь, там, может быть, какой-то разговор, который вы откладываете. Вот тут вот как будто бы вот это вот, ну, не избежать вам его. А у вас вот тут какие-то такие эти желания, даже, то ли вы откладываете все дольше и дольше этот разговор. Вот тут вот что-то такое, вам как будто бы предлагают, ну, уже то ли, ну, в плане борьба. Возьми это, сделай, запланируй, разложи все по полочкам. Почему ты этого не хочешь делать? У кого-то тут письмо, информации набери, как будто бы собери побольше информации, и тогда тебе станет вроде бы легче, как будто бы уже половина проблемы решится. Ты найдешь способы решить эту проблему. Вот тут тоже так вот. Потому что карта очищения, будто бы очень много вы себя и накрутили, много такого, что, ну, не соответствует истине. Ну, то есть тут уже наносного куча такого с этой трудностью связана. То есть проблема есть, она есть, эта проблема какая-то. Но тут вам предлагают больше информации, карта письмо, прям какое-то вот собрать. Тут карта книга. И решить это все как-то, хотел сказать, по-умному. Может, используя эту информацию, используя новые какие-то контакты. Ну, тут вот не избегать этого и не сбегать. Тут карта сбежать просто. Видите, женщина собирается, садится в лодку и избегает в очередной раз, может, какого-то разговора. Может быть, ну, опять-таки, у каждого же свое, наверное, карта гора, трудности какие-то. Для вас они вот сразу, боже мой, может быть, даже кажется, эта проблема, ой, неразрешимой. Хотя тут говорят, вам это под силу. И это где-то даже вы это пройдете, вы почувствуете себя, знаете, ой, я такая молодец, я это все сделала, я это разрулила. По высшему я, ну тут вообще эта карта как эгоизма, тут корона на голове. Но тут, когда вы с этой проблемой как разберетесь, да, давайте так скажу, разберетесь, не будете избегать, сбегать, а карта борьба. Приложите усилия, при этом там мы же видели, да, пока вы как в лабиринте в каком-то. А вы приложите усилия, карта очищения, все страшное наносное уйдет, и по карте книга вы как-то это все сможете разрулить очень даже так по-умному. То вы сами себе корону на голову оденете, потом и скажете, я такая молодец, я королевишна, я царица, я лучшая. Ну ладно, девочки. Так, а тут за вами какой-то тайный враг наблюдает. При этом еще, знаете, какой-то враг такой, он наблюдает за вами, смотрит, а вокруг вас какие-то еще мужчины, там могут комплименты говорить, как будто бы и не один, да, мужчина. Давайте это уточним, чего вы не замечаете, что за тайный враг. В маске ходит. Тайный враг, он надевает маску, то есть вам он улыбается, а так, ну, это больше мужчина или женщина. По луне все-таки женщина больше. Время уже длительное. Что это? Ну, это больше женщина, девочки. Тайный враг какая-то у вас женщина. Длительное время уже. Она улыбается вам в глазки. На самом деле, тут вы можете сами от нее, как будто на вытянутую ручку. И тут и карта еще и время вышла, да. Ну, где-то это эгоизм, это зависть, эгоизм. Карта замок скрыта. Она не хотела бы, чтобы вы, ну, даже догадывались о том, что она за вами наблюдает. Ну, тут что-то так. Как будто не теряет вас из виду.
может, через каких-то друзей, знакомых, вот о вас узнает все равно. Угу. Карта Лилия. Ну, следит, ей кажется, кажется, что вы цветете и пахнете. Ей интересно не просто там ваша, в принципе, жизнь. Ей интересно, может быть, ваша карьера, ваши планы какие-то. Внешне интересно наблюдать, как вы там, какие у вас трансформации происходят. Но вообще, тут чего вы не замечаете. Сейчас, девочки, карта путь. Вообще, вот ей интересно наблюдать за вашим вообще становлением, путем. Ей кажется, что вы идете своей какой-то дорогой. Может быть, ваши пути даже с этой женщиной разошлись. Вот тут даже такой подтекст может быть. И ей интересно, куда же вы по факту, ну, понятно, придете, идете. Да, вот тут так очень, как будто бы она пристально за вами следит. Так, а кем она для вас является, эта женщина? Женщина, кстати, у кого-то может быть женщина, из-за которой у вас там... У кого-то проблемы с мужчиной были из-за нее, у кого-то камень преткновения какой-то мужчина, у кого-то эта женщина с таким мужским характером, с каким-то таким проявлением, знаете, деспотичным, жестким, воин. Женщина, которая могла сама разрушать взаимоотношения, ну, с вами в данном случае. Какие-то резкие у нее могли быть выпады, заявления, манера поведения. Вот так вот. Я сказала, так и будет. Вот так вот. Карта воин. Вот так вот. Такая какая-то. При этом она не глупая. У нее скорее такой мужской склад ума, рациональный, жесткая, может быть, очень жесткая, жестокая. Вот эта женщина за вами наблюдает, при этом в глазки может улыбаться, повторюсь еще раз. За путем, за вашим. Да, и она именно наблюдает за вашим становлением. Ей очень интересно, если вы там чему-то новому обучаетесь, может, какой-то новый коллектив, карта книга, какие вы знания получаете, как вы их применяете. Именно карта в социум, как в социуме вы реализуетесь. Вот тут карта сад, смотрите, тут карта сад, а тут карта путь. Вот ей почему-то очень важно, интересно узнать, как вы интегрируетесь, раскрываетесь в обществе, какие, может быть, даже вот у вас там какие-то знания вы получаете, и как вы это применяете, может быть, как вы это монетизируете даже. Ну, вы поняли, да? Вот. Просто можно обучаться для самой себя, для развития там, ну, для собственного развития. В принципе, человеку нравится некоторым получать знания. А ей вот, допустим, нравится... ей хотелось бы узнать, как вы, допустим, что-то новое, то, что вы узнаете, как вы это применяете. Может быть, новое у вас там хобби, увлечение, может быть, новые связи, я имею в виду деловые там какие-то связи. Вот ей интересно, как вот это вы будете применять, реализовывать. И уже как вы это реализовываете. Тут как-то у кого-то мне очень похоже, как, знаете, то ли коллега по работе, то ли вы чем-то одним когда-то с таким похожим занимались или занимаетесь. Тут сфера реализации какой-то, вот ее интересует. Карьера, ваш карьерный рост, да, квантовые ваши скачки. Тут что-то такое вот. Вот для нее очень важно узнать, чего вы достигаете и чего вы достигли на данном этапе. Вот тут так вот. Вот этого вы не замечаете. Все, вот такой у меня расклад получился, девочки, сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.